Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я собирала и украшала вот такой торт. Если вам интересно, смотрите дальше. Так как в этом торте очень много отдельных рецептов, я все видео поделила и добавила по отдельности. В этом видео немного вернусь к бисквиту Ferrero Rocher, так как там был вопрос насчет белков, соединения с водой. Подробнее покажу вот сам этот процесс, как соединяю и взбиваю яичные белки с водой. Ссылку на этот бисквит я вам оставлю под видео, так как есть отдельное видео, как я его готовила. И сам рецепт оставлю тоже под этим видео. Отделяем белки от желтков. Вот берем белки, обычную воду комнатной температуры. Она может быть слегка теплая, но ни в коем случае не горячая и не холодная. К белкам сразу заливаем воду и взбиваем. Видим, что белки сразу становятся очень пышные. Даже долго ждать не надо, они очень быстро взбиваются. Порциями вводим сахар. И продолжаем взбивать, пока сахар полностью растворится и белки станут воздушные, пышные и хорошо будет держаться. Обычно в рецептах говорится, что белки надо взбивать в сухой посуде, чтобы ни в коем случае не было там ни капля воды, не можно будет взбить белки. Это не так, но тоже надо смотреть, что это за рецепт. Обычно надо, чтобы посуда была сухая, но не так, чтобы сухая от воды, а сухая от жира. Белки – это вода, а желтки – это жир. Поэтому, если к белкам добавить воду, с ними ничего не случится. А если к белкам добавить хоть маленькую каплю жира, то же самое относится к желткам. Если будет капля желтка, то белки уже не можно будет взбить. Ну, конечно, это не значит, что мы сейчас во все рецепты к белкам будем добавлять воду. И взбиваю довольно долго, до тех пор, пока они становятся крепкие, хорошо держат форму. Вот такие получаются взбитые белки с водой и сахаром. Если взять на ложку или перевернуть чашу, они никуда не денутся. Они держат очень хорошо форму, но в то же время очень воздушные, нежные, пышные. В отличие, если сравнить просто взбитые белки с сахаром. Эти гораздо нежнее. Далее берем желтки. И будем взбивать со второй порцией сахара. Вторую порцию сахара мы можем брать обычный белый сахар, но можем брать коричневый сахар, тогда бисквит получается более ароматный, так как это бисквит с фундуком. Желтки взбиваем до светлой массы, пока желтки становятся такие светлые, сахар почти полностью растворился.
масса тоже получается такая светлая, воздушная. Перекладываем желтки в чашу побольше. Добавляем взбитые белки. Венчиком аккуратно все перемешиваем, объединяем. Рассеиваем сухую смесь. Если орехи там остались кусочки покрупче, которые через сито нам не проходят, ничего, нам главное просеять муку, а орехи потом просто добавляем в эту массу. Перемешиваем венчиком. Очень нежная воздушная масса получается. Растапливаем сливочное масло и добавляем 1 ложку с тестом, перемешиваем, и только тогда вот масло добавляем в тесто. Так очень хорошо оно объединяется и в то же время остается воздушное. Перекладываем тесто. Я использовала 2 кольца, один 14, второй 16. Тесто я готовила из 3 яиц. Раньше я выпекала 180, но я поменяла духовку, и сейчас я тесто выпекаю 170 градусов. И вы смотрите по своей духовке, как она выпекает. Готовые бисквиты немного остужаем в форме. Потом извлекаем из формы. Заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник до 2-го дня. Бисквиты получаются полностью без шапочки. Тут, видите, нету вообще никакой шапочки, ничего не надо обрезать. И на 2-й день достаем бисквиты, разрезаем на коржи. Бисквиты очень воздушные, легкие, нежные. И их можно порезать на очень тонкие коржи. И далее собираем торт. Тут у меня трюфельный крем, ореховые безе и вот бисквит Ferrero Rocher. Все ссылки с рецептами я оставлю под видео, как я готовила безе, как я готовила трюфельный крем. Для этого торта бисквиты я выпекала в 18 сантиметров в диаметре форме. Собрала торт, поставила в холодильник на ночь. 2-й торт «Молочная девочка» с творожным кремом и клубничным мармеладом. Использовала 14 сантиметров в диаметре бисквиты. Далее нам надо оба торта покрыть кремом пломбир, стабильным кремом выровнять. Шоколадный торт я кладу на фальш-ярус. Это потому, что я хотела сделать визуально высокий торт, но в то же время мне как бы не было надобности по весу большой торт. Поэтому очень удобно использовать фальш-ярус. Равняю кремом пломбир. Надо выровнять и торт, и сам фальш-ярус. Обмазать вот кремом, заморозить, покрыть велюром. Чтобы покрыть велюром торт с фальш-ярусом, надо подержать в морозилке примерно 2 часа. Если обычный торт мы можем держать там 30 минут, то фальш-ярус у нас из пенопласта, и он не держит холод. Поэтому я советую подержать 2 часа.
поверхность, если не холодная, то велюр не застывает, не образуется вот эта крошка мелкая. Торт ставлю вот на такую металлическую конструкцию. Все металлические части вот я изолировала шоколадом, которые прикасаются с тортом. Вот эта вся спашка металлическая, я ее промазала темным шоколадом. Далее я буду крепить сахарные кружева. Чтобы их прикрепить, надо использовать декор-гель. Но так как я заранее не приготовила декор-гель, забыла, вспомнила в тот момент уже, когда надо было крепить кружева, я крепила на подогретый глюкозный сироп. Так как мне не было другого варианта, то с глюкозным сиропом можно это сделать, но это будет не так легко, так как глюкозный сироп очень липкий. Если горизонтально прикреплять вот так снизу, очень хорошо можно это все прикрепить, хорошо держится. Но если кружева надо прикрепить вертикально к боку торта, то там будет трудно. Чтобы добиться идеальные золотые кружева, я пищевое золото разбавила водкой и потом кисточкой покрасила кружева. От этого кружева вообще не размокают, не промокают, водка быстро испаряется и остаются вот золотые кружева. Но тут у меня была проблема с самими кружевами, так как сейчас осень, очень влажный воздух. Я приготовила кружева заранее, и они у меня стояли. И вот были такие слишком эластичные. И в моем случае это очень трудно было с ними работать, так как я их крепила по бокам торта. Кружева высокие, слишком мягкие. Тут я вам добавлю отдельное видео, где оставлю 2 рецепта на пектине и на желатине. И расскажу от своего опыта, что я могу сказать, как с ними работать. Если класть на велюровый торт, то крепить только на декор-гель. Вот мой рецепт, который я использую, он идеально подходит. Я на него креплю не только кружева, но и различные там декоры, картинки. Отдельное видео будет и с кружевами, и с декор-гелем. Далее вот буду крепить этот воздушный декор. Я его готовила в первый раз, и он мне очень понравился. Во-первых, готовится просто, быстро. Крепится на торт тоже просто, быстро. Промазываем обычной водой и прикладываем к торту. Несмотря на то, что у меня торт с велюром, он приклеивается, этот декор, очень быстро, удобно работать, смотрится шикарно. Конечно, если этот декор класть на крем-чиз, торт, который покрыт крем-чизом, то лучше крепить на шоколад, так как крем-чиз влажный, то он может размякнуть, это как-никак вафельная бумага. По бокам прикрепила такую цепочку, покрыла золотом. Сейчас буду готовить декор из изомальта. Изомальт насыпаем в ковшик. Если используем сухой краситель, то сразу добавляем еще не растопленному изомальту. Если будем добавлять гелевый краситель,
то тогда можем дожидаться того момента, когда изомальт растопится. Доводим до 186 градусов, перемешиваем немного, остужаем и наливаем в силиконовую форму сердца. С изомальтом надо работать очень осторожно, так как он очень горячий. Если вы ни разу с такими формами не работали, не использовали, то лучше одеть какие-то вот перчатки, чтобы не налить на руки. Если где-то изомальт не распределился, я деревянной палочкой как бы помогаю ему распределиться по всем бокам, по всем местам. Потом оставляем до полного остывания. Из формы надо доставать очень аккуратно, не спеша, чтобы изомальт нигде не потрескался. Особенно если сделали тонкий слой. Вот. Отходит очень хорошо от силиконовой формы, только надо делать все не спеша. Вот такое классное сердечко у нас получилось. Прикрепила на торт, сделала из пластичного шоколада вот такие рога, немного добавила вот золота. Сейчас приготовим вот такой сахарный декор, чтобы спрятать, украсить подложку для торта. К сахару добавляем краситель, в моем случае это черный гелевый краситель, можно и сухой краситель. Подогреваем глюкозный сироп и вмешиваем сахар. Все перемешиваем с перчатками, так как эта масса, во-первых, с красителем будут руки черные, во-вторых, она очень липкая. Потом, чтобы прикрепить к подложке, промазываю глюкозным сиропом, который я подогрела, чтобы он был более жидкий, чтобы было удобно нанести. И потом распределяю вот этот сахар. И вот торт готов. Под видео оставлю все рецепты, ссылки, где уже есть не отдельные с рецептами, с видео. Верхний ярус 16 сантиметров в диаметре, 15 сантиметров высотой.
И так как сердечко из измальта, то я добавила диодовые лампочки, и в темноте вот так. Красители я использовала неоновые, в ультрафиолетовом свете торт выглядит вот такой классный. И вот такой торт я приготовила сама себе на день рождения. И сейчас самое интересное – разрез торта. Если кому-то жалко резать торты, то мне всегда интересно разрезать и показать, как эта красота выглядит внутри. Торт «Молочная девочка» минимально сладкий. Это для любителей что-то такого нежного. Кому не нравятся очень сладкие торты, то «Молочная девочка» с творожным кремом подойдет идеально. Второй ярус, наоборот, твердый, так как внутри крем из шоколада и ореховый безе, то режется довольно так трудно. Надо так сильнее придавить с ножом. Очень сладкий торт, но в то же время очень ароматный, так как там внутри фундук, корица. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь.